Доброго времени суток! Представьте себе ситуацию, вы просыпаетесь утром, а у вас на столе на завтрак лежат свежие булочки, как с пекарни. Именно это я хочу сделать. То есть я хочу сегодня вечером сделать тесто для этих булочек, а завтра их испечь. Булочки будут наподобие чиабатта, очень-очень вкусные, и тесто для них готовится очень быстро и просто. Что мне для этого нужно? Это, во-первых, 370 грамм воды. В воду я добавляю свежие дрожжи 5 грамм. Если у вас нет свежих дрожжей, тогда возьмите сухие дрожжи 2 грамма. И добавляю чайную ложечку меда. Если у вас меда нет, вы можете взять также сахар. Теперь все перемешиваю. Теперь я беру мука из полбы. Если она у вас выглядит не так, ее нужно просеять. То есть я свою муку просеял. Добавляю сюда 10 грамм соли. Немножко перемешиваю. Высыпаем муку. И теперь все замешиваем. В отличие от муки пшеничной, мука из полбы, она намного эластичнее, то есть тесто получается намного эластичным. Ну и все, когда все вот так вот перемешали, теперь я беру чашку. Если у вас есть прямоугольная, квадратная, будет лучше. Добавляю сюда 10 грамм оливкового масла. Вы можете взять, конечно, тоже растительное, но желательно, чтобы оно было без запаха. И смазываю чашку изнутри. Теперь тесто я кладу в нее. Я его закрываю вот такой вот пленкой. И оставляю его, все вместе он будет стоять 1,5 часа. Но каждые полчаса я его буду открывать и складывать. Прошло первые полчаса. Я смачиваю руки. То есть мы берем с одной стороны. Тянем его столько, сколько вот оно тянется. И отпускаем вниз. Разворачиваем чашечку. Делаем с этой стороны то же самое. Берем его, тянем вот насколько оно тянется. И отпускаем. Делаем это с каждой стороны. Вы почувствуете, что в какой-то момент тесто становится упругим, оно больше не тянется, эластичность теряется. Ну все, дальше уже не идет. Теперь мы его просто переворачиваем швом вниз. Вот так вот. Опять же закрываем и оставляем еще раз на полчаса. Так, прошло еще раз полчаса. Опять смачиваем ручки, но теперь мы делаем немножко по-другому. В тесте образовались пузырьки, и нам нужно нам нужно их сохранить, а не выгонять. Поэтому мы просто берем вот так вот в серединке, тянем тесто и отпускаем. Потом делаем то же самое с другой стороны. Берем, поднимаем и отпускаем. Делаем с этой стороны также. И с этой стороны. Ну и чувствуется уже прям тесто упругое. Оставляем опять на полчаса, закрываем и через полчаса повторяем этот процесс. Но опять же прошло полчаса. И сейчас уже видно, что тесто принимает очень такую интересную форму, появляются пузырьки. Мы делаем то же самое, что делали в прошлый раз. Медленно поднимаем его. И оно уже сейчас чувствуется. Прям оно стало такое мягкое, бархатное. Теперь я его закрываю
и кладу в холодильник на 8-12 часов от 5 до 6 градусов, то есть 4, 5, 6 градусов – это нормальная температура. И завтра уже буду готовить булочки. Доброе утро! Ну вот, прошло больше 10 часов и тесто готово. Выглядит очень-очень красиво, хорошо, так как должно быть. Так как тесто очень липкое, рабочий стол хорошо посыпаем мукой. Ну и тесто, конечно, я тоже сверху сыплю. Дальше что мы делаем? Переворачиваем. Пахнет очень-очень вкусно тесто на самом деле. И нам сейчас надо его обработать. Тесто оно очень мягкое, поэтому мы делаем следующее. Мы его вытягиваем. Как конвертик так складываем. Делаем с этой стороны то же самое. Хорошо прям вытянуть надо. Насколько тянется. То есть мы сейчас стараемся пузырьки, которые там внутри, больше не выгонять. Они нам нужны. Сверху немножко посыпаем муки. Обрабатываем совочек. Взял противень. На противне пергаментная бумага. Теперь я делаю равномерных 8 булочек. Можно сделать вообще даже как хлеб. То есть если вы возьмете вот так вот просто одну половинку, да, у вас получится одна чабата. Да, один цельный хлеб. Делаю на равные кусочки. То есть я его отрезаю здесь. Ну и все, потом поддеваем и выкладываем на противень. Можно руками. Тесто очень-очень мягкое, очень прям пышное. Вот так вот у меня получилось. Булочки будут разного размера, но смысл в том, как они будут на вкус. Ставлю в духовку, в разогретую на 250 градусов, примерно на 20-25 минут. В зависимости от духовки, смотрите, нужно посмотреть. Может быть, даже придется убрать немножко температуру. Прошло 25 минут. Кстати, мы поставили сначала на 250 градусов и через 10 минут убавили на 220 градусов. Булочки получились. У меня нет слов. По-моему, это самое лучшее, что я когда-либо сделал в своей жизни. Ну вот и проверим. Дима, что ты делаешь? Хочу попробовать булочку. Ну, во-первых, но они еще теплые, они, да? они, У нас да. нет времени, нет терпения, поэтому мы режем теплыми. Посмотрите, какие тут поры. Вот так, как должно выглядеть. Да. И с чем ты будешь сейчас ее есть? Сейчас я возьму оливковое масло. Возьму помидорчик, соль, перчик. Немножко петрушки. Приятного аппетита. Благодарю. Заслуженно. Эмоции, сейчас слезы пойдут. Очень вкусно. Обязательно попробуйте, очень вкусные булочки получаются. И всем приятного аппетита.